Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, посвященном ИСБ. Обычно вот тут всплывает надпись «ИСБ – это исторический средневековый бой». Но недавно мой друг обратил внимание, что вообще-то эта надпись тут не очень-то и нужна. Потому что если вы попали сюда сознательно, то, скорее всего, вы уже знаете, что такое ИСБ. Однако, если вы попали сюда случайно, ведомые алгоритмами YouTube, и понятия не имеете, о каком таком ИСБ рассказывает этот бородатый кореец, то расшифровки «исторический средневековый бой» вам, вероятно, не будет достаточно. Но не спешите уходить, надеясь, что следующий предложенный YouTube ролик будет интересный. Скорее всего, там будет какая-то фигня, а у нас тут про рыцарей. Ну что, стало интересно? То-то же. Этот ролик для тебя, YouTube-серфер. А для тех, кто уже в курсе, что такое ИСБ, этот ролик будет полезным, когда в следующий раз ваши друзья или знакомые, или семья в очередной раз вас спросят что-нибудь типа «А ты все еще занимаешься этими вашими рыцарскими играми?» Или как их там? А зачем? Сегодня я расскажу вам о том, что такое исторический средневековый бой. И главное, чем он не является. Почему я могу об этом говорить? Ну, я делаю это дело без малого 20 лет. Я являюсь действующим членом сборной России и команды «Старые друзья», которая неизменно входит в топ сильнейших мировых команд. А еще у меня завышенная самооценка, и я считаю, что мое мнение очень важное. Давайте поглядим, что нам выдает Яндекс на запрос ИСБ. Исторический средневековый бой. Довольно молодой современный вид спорта. Полноконтактные сражения с использованием защитного и наступательного вооружения, характерного для средневековья. ИСБ – это полноконтактное сражение на стальном незаточенном оружии. Бойцы облачены в полный доспех, который, как и оружие, сделан по историческим образцам. Удары наносятся в любые части тела, с учетом ограничений, зафиксированных в правилах. Разрешены как удары, так и борцовские приемы. И вроде бы точное и понятное определение. И как положено, хорошему определению оно сжато и доходчиво объясняет термин. Однако до него доберутся немногие, оно глубоко в интернете. А на поверхности мечи, доспехи и рыцари на афишах. И мозг обывателя начинает искать ассоциации. И ничего связанного со спортом он там не находит. А в голове лишь вопросы. Типа, а мечи настоящие? А почему победили те, а не эти? Ведь в истории не так все было. А рыцари ведь не по-настоящему сражаются, да? Ну и так далее. Чаще всего исторический средневековый бой путают либо с исторической реконструкцией, либо с ролевыми играми. Однако ни тем, ни другим ИСБ не является. Да, действительно, все три направления имеют схожие черты. Во всех случаях мы видим людей, облаченных в историчную или не очень одежду, при оружии, при доспехе, и если повезет, они еще и сражаются. Однако в сути своей все три явления имеют принципиальное различие. Ролевые игры – это своего рода театр. Здесь во главе угла отыгрыш и вживание в роль. Все остальное очень условно. Да и к тому же герой не обязан быть рыцарем. Это может быть плотник, герой фэнтези или табуретка. Ну, если действие происходит в мире разумных табуреток. Историческая реконструкция – это другое. Реконструкторы занимаются воссозданием материальной культуры или событий. Здесь во главе угла достоверность. К примеру, если вы шьете одежду, то извольте шить ее руками. И красители используйте те, которые были тогда. А если вы делаете копию доспеха, то и заклепок должно быть ровно столько же, сколько на источнике. Как видите, о бою тут вообще не идет речи. Можно быть крутым реконструктором, иметь очень хороший доспех и даже не помышлять о боях. Почему ИСБ часто путают с исторической реконструкцией или ролевыми играми? Ну, возможно, потому что он самый молодой из этих трех явлений, да и к тому же вышел из них. Еще до появления ИСБ реконструкторы практиковали свободные бои не с целью реконструкции какого-то сражения, а просто чтобы подраться в доспехах. Да черт возьми, у тебя есть доспех, у тебя есть меч, рано или поздно в голову приходит мысль испытать их в бою. Осталось лишь найти, второго такого. И это не проблема, обычно находилось куда больше. Исторические фестивали помнят сражения 200 на 200 и даже больше. Что касается ролевых игр, то туда тоже часто приезжали люди, которым просто хотелось поучаствовать в крупной баталии, без которых большие игры обычно не обходятся. В какой-то момент людей, которые ставят во главу угла бой, становится все больше. И в 2010 году в Хотинской крепости в Украине проходит турнир «Битва наций». Это первый, по сути, именно турнир. Фестивальный и исторический компонент уходят на второй план. «Битва наций» собрала людей, которым хочется в первую очередь сражаться, соревноваться. Людей, которые больше бойцы, чем реконструкторы. Так появилось новое явление – исторический средневековый бой. Название появилось чуть позже, если мне не изменяет память. Главное отличие ИСБ от ролевых игр и исторической реконструкции – ИСБ – это спорт. И да, прямо сейчас
он признан как спорт только в одной стране, в Украине, однако в других странах идет процесс по признанию его спортом. Но уже сейчас есть все необходимые атрибуты. Есть общие регламенты и правила, есть общие стандарты, есть подготовленный профессиональный судейский корпус, есть крупные международные клубы и команды, есть различные соревновательные дисциплины и конкурентные соревнования, которые проходят по всему миру. Есть свои олимпиады, битва наций, которая собирает почти 1000 бойцов из более чем 40 стран. Есть регулярный чемпионат Бугурт-лиги с 200 команд и турнирами по всему миру. Есть даже регулирующая организация HMBIA. Почему вам стоит обратить внимание на этот вид спорта? Это действительно уникальное зрелище. ИСБ делится на два основных направления – бои командные и бои индивидуальные. В боях 1 на 1 вы будете поражены, с какой ловкостью и скоростью двигаются бойцы, облаченные в тяжелые доспехи. Бои проходят на различном оружии, каждый из которых имеет свой уникальный рисунок боя. Хотите увидеть, как сражаются бойцы, вооруженные щитами? Вот оно. Хотите посмотреть, как сражаются бойцы, вооруженные полуторными мечами? Их тоже есть у нас. Поединки – это прекрасная демонстрация мастерства владения холодным оружием и собственным телом. Командные бои интересны другим. Они проходят в формате 5 на 5, 12 на 12, 30 на 30 и даже 150 на 150. Здесь нет места личному геройству. Здесь царство тактики, дисциплины и отточенной командной работы. У меня на канале есть видео 10 лучших боев битвы наций. Там я подробно рассказываю о тактиках, стратегиях, которые привели команду к успеху в том или ином бою. Командные бои – это визитная карточка нашего спорта. По сути, ИСБ – это единственный вид бойцовского спорта, где бойцы сражаются не 1 на 1, а в команде. В ИСБ сохраняются требования к аутентичности, но в сравнении с исторической реконструкцией они минимальны. Очень много допущений, чтобы обеспечить максимальную безопасность бойцов. Ведь ИСБ – это жесткий бескомпромиссный спорт с налетом средневековой романтики. Спорт полный страсти, полный переживаний. Молодой спорт, но спорт с корнями, рыцарский спорт. Со средневековыми турнирами роднит узнаваемое снаряжение и атмосфера. Кодексы, правила, маршала, судьи, ну и, конечно, желание победить. Да, ИСБ вышел из исторической реконструкции, но он уже настолько перерос ее рамки, что путать их – это как путать зеленое и кислое. Исторический средневековый бой уже самостоятельное явление, и в пользу этого высказывания говорит тот факт, что уже сформировалось целое поколение бойцов, которые никогда не занимались исторической реконструкцией или ролевыми играми. Они сразу пришли в спорт. Как в любом спорте, здесь есть свои лидеры, есть аутсайдеры, есть уже легендарные противостояния. В ИСБ хватает драмы, так что можно снять несколько полнометражных фильмов. Он требует полной отдачи от спортсменов, как на поле, так и в тренировочном зале. Топовые бойцы тренируются 7-10 раз в неделю, а кто-то даже больше. Они проходят через изнуряющие тренировки и тяжелые травмы, и уж поверьте, к своему хобби они относятся очень серьезно. ИСБ – это очень молодой вид спорта, и поэтому неудивительно, что обыватели, не погружаясь в суть, видя лишь мечи, топоры и доспехи, ассоциируют его с чем-то уже маломальски знакомым. И бойцов, в общем-то, не обижает, что их путают с реконструкторами или ролевиками. А к тому же один человек может сочетать в себе несколько увлечений. Однако знать разницу стоит хотя бы для того, чтобы понимать, куда вас зазывает афиша. Если написано, что состоится реконструкция сражения, то победит та сторона, которая победила в истории. Если написано «приходите на турнир по историческому средневековому бою», то победят те, кто усерднее тренировался. Наверное, стоит сказать, что узнаваемость бренда зависит от частоты упоминания. Вы знаете, я просмотрел афиши турниров на сайте Бугурт-лиги, и в большинстве случаев там было написано «исторический фестиваль» или «средневековый турнир» или просто турнир, забывая о том, что спорт называется «исторический средневековый бой». В некоторых случаях имела место скромная неочевидная аббревиатура, пристроившаяся где-то в углу афиши. Я считаю, что до тех пор, пока мы не будем писать на плакатах и афишах полное название, бренд так и не станет узнаваемым. И для обывателя ИСБ так и будет чем-то типа реконструкции. Хотя, возможно, я не прав. Наверняка работают люди поумнее меня. И в конце я хочу рассказать вам историю из жизни. Я живу в Санкт-Петербурге. В Москве у меня есть родственники. Однажды я звоню своей тете и говорю, что на выходные планируется турнир, и после турнира я бы с удовольствием заскочил к ним посмотреть, повидать семью. На что тетя поставила мне на вид, что вот, говорит, ты рыцарь, а твои племянники ни разу вживую не видели, как это происходит. И она спросила, может ли она привезти их на турнир. Я сказал, что идея, в общем-то, неплохая, но мне стоит уточнить, есть ли какой-то возрастной ценз для зрителей, потому как мои племянники тогда были еще очень маленькими. Тетя моя очень удивилась и сказала, а что такого? Пускай посмотрят, как рыцари сражаются, ведь вы же там не до крови деретесь. И в этот момент я понял, что моя семья понятия не имеет, чем я занимаюсь. К слову сказать, турнир, на который я приезжал, был Кубок Динамо. Один из самых жестких турниров по ИСБ в мире.
И этот турнир сложился для нас не очень удачно. В первом же раунде первого боя я получаю удар алебарды в колено изнутри. Тот раунд мы выигрываем, бой тоже выигрываем, но боль адская. И она начинает нарастать. И с каждым боем все хуже и хуже. В какой-то момент я уже не могу бегать, в какой-то момент я даже ходить уже не могу, я просто держусь на ресталище. А в последнем своем бою я просто прыгал на одной ноге. Из-под группы мы вышли. В перерывах я обкололся обезболивающим. Это не помогло. В первом же бою плей-оффа мы вылетаем, где боец противника пробивает мне топором наплечник, пробивает поддоспешник, и плечо кровоточит потом еще несколько дней. Детям очень понравилось. Тетя была в шоке и решила, что больше приводить их не будет. И эта история не уникальна. У многих бойцов близкие не до конца представляют, чем же мы занимаемся. Не побывав ни на одном турнире, они имеют свои представления о нашем спорте, которые зачастую далеки от действительности. От слова совсем. Но теперь вы можете показать им этот ролик. Надеюсь, им станет более понятно. Пожалуй, на этом все. Спасибо, друзья. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Да, серьезно, подписывайтесь. Потому что вас смотрят... я вижу, что 50% людей, которые меня смотрят, на меня не подписано. Пока. Почему я могу об этом говорить? Я делаю... Здесь нет... И даже 150 на 150. Здесь нет лества... Чего нет? Летство. Не побывав ни на... Не побывав русский язык. Мне прям повезло. То есть первое, что я получаю, удар в колено, дикая боль, дикая злоба. Я начинаю преследовать этого пацана, просто я ему ломаю пальцы. Висячек у него так вот на углу, нога, знаешь, вот просто как мишень. Я начинаю Он верещит от боли. Я поворачиваюсь к маршалу, говорю, не хочешь это остановить? Маршал тупит, такой, чё? Я его начинаю просто туда ломать ему эту ногу. Я говорю, Серега, останови меня, я его сейчас убью, да? И, собственно, Финн видит ситуацию, он мне выбивает ноги, вот прямо под больную. Я лежу и просто меня аж трясет от боли. Вот такой. Маршал говорит, Макс, что, может, носилки? Я говорю, минуточку. Да, и следующий раунд, я вот так просто реально держусь за ресталище. И тот чувак, который меня только что выбил, он, знаешь, типа мимо меня проходит, я вот такой, иди сюда. В итоге он подходит, я его бросаю, держась там за ресталище, вот на одной там больной ноге. И преисполненный черной злобы бегу в другой угол такой на одной ноге. Там яростно забивает другого Финна, тут раунд заканчивается, я так вешаюсь на ресталище, говорю, а вот теперь давайте носилки.